снова здрасте. У нас все как всегда. Все позамерзало. Все отмываем. Не отмываем, это оттапливаем. Ильинка, Республика Бурятия. Вот братья-монголы заехали. Вот у меня теперь нет стопроцентной уверенности, что я здесь смогу выкрутиться. Ну вот вроде Олимп не спит, уже свет горит. Попрошу, если что, чтобы вышел, посмотрел. Как бы должно хватить, но я боюсь, чтобы я вот этот дафа не уцепил, выворачивая резко руль. По идее не должен. Они приехали рано утром. Я уже встал, ходил тут за водой, но об этом чуть позже. Ночью лупили, видно. Двое сюда припарковались. Один сначала парковался, потом туда куда-то поехал. В общем, не знаю. Сейчас будем пробовать что-то делать. Пойду. Снег закончился, да, хорошо. Сколько мороза? Градусов 25. Да не, выхожу я здесь нормально. Олимпа не трогаю. Резко не кручу. Зеркало на месте, у дафа на месте. Пол-восьмого. Время. Про водичку. Вода закончилась. В канистре-то есть. Она не замерзла в канистре. Но краник примерз немножко. Морозы-то серьезные были. Ну, с краника не набрать. Думаю, пойду вот тут хозяюшки попрошу. Пятерочку взял. Так-то я водяной запас у Елены Александровны потом пополнил. Прихожу. 2 рубля литр. Ё-моё. Ну как так-то? До вас, говорю, тоже уже, что ли, либерастские ценности добрались? Мне приказано. Сейчас принесу. Правда, не обманул. А время было 5 утра. Пошел, сходил, занес воду. Принес ей 10 рублей. Говорю, на. Даже рассвет не начинается, нифига себе. Поздно светает. Уже день-то увеличивается. В общем, сейчас потихонечку опять прогреваем все свои мосты, коробки, все дела. Даже вот выезжать не буду. Подожду, пока люди проедут. Я сейчас поеду медленно. Отогреваем стеклышко и погнали. Сегодня впереди Култук. Немножко проедем не спеша. Пропустить. И там выскакивали, один вперед поехал, второй вот сзади. Давай, обходи, догоняй коллегу. Давай, ты на работай. Они поворачивают налево. Все, понял.
длинноногие. На одной ноге им тут весело, наверное. По карьерам-то ползать. Zero Sweat 24. Ну, говорят, что вот я уже обратил внимание, когда тридцатник, все, МАН тогда включает прогрев коробки. Туда у него за 9, ну, правда, сегодня отстоял 10. 10 часов коробка замерзает, он ее греет. Но недолго, буквально там секунд 30. Даже минуты точно нет. И все, и погасает. Получается, что прогрел, можно ехать. Что 24 градуса, сухо. Здесь накат. Сюда ехал, тут был накат. Сейчас ближе к бабушке, но там еще будет похуже. Вот. Что еще сказать? А больше и нечего. Главное, чтобы култук был сухой. Снег не валил. По прогнозу сегодня нет. Завтра, да. А сегодня нет. Как говорил этот Остап Бендер, фортуна. Посмотрим. Доедем до Култука. Какая там фортуна. Возьмем. Вариантов-то нет. Другой дороги все равно нет. Култук не объедешь. Поэтому брать надо будет при любом раскладе. Видите? Байкалу подгребаем. Они уже подгребли. За теми елочками. Все, пока мы тут катались в Приморье, замерз уже, наверное. Или нет? К крещению-то должен же замерзнуть. Куда людям потом на крещение впрок лазить, если ее нет? Сейчас увидим. Когда я тут ехал? Сколько прошло? Ну, 2 недели. Сегодня 15, больше 2 недель. Сегодня 15 января, воскресенье. Кстати, ехал я здесь какого? 25-го, 26-го. 26 декабря. В прошлом году. Замерзший. Успел увидеться. Молодец. За 2,5 недели ледок покрылся. Красавчик. Сейчас вот здесь просвет появится. Ну, мы там дальше-то по-любому мимо него поедем. Убедиться в стопроцентности своих слов. Боярский. Да, Боярский, Боярский. Ну и здравствуй, дедушка. Да, замерз. Лед на нем. Все, можно смело идти купаться. Через 4 дня. Надо Красноярск проскочить. Обязательно. Оттуда идут скрытые угрозы. Что-то мафиоза там на меня кинжал точит. Говорит, я тебя, говорит, в прорубь окуну, причем головой вниз. Нет, не надо! Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня... Я верю! Я уверен! Добрейший души человек. Еду, думаю, как мне Новый
Пятницкое объехать. Куда-нибудь ломануться на Братск, там как-нибудь через лес, лесовозовскими тропами на Богучар, там выбраться к Канску. Только так. Другого объезда я не знаю. Слева горы. Там тоже не равнина. А то он так серьезно так пальчиком грозил. Поближе подберемся, потом посмотрим лучше. Но он замерз, и этот факт необходимо признать. Сюда одна только сегодня женщина торгует. Обычно днем тут их человек 5-6 сидит. Тут можно купить рыбки. И даже той, которую якобы нельзя вылавливать. Хотя говорили, что лучше не бери ее. Но надо знать, разбираться в ней. А то как-то название мне рыбки говорили. Я забыл. Говорит, она походит на омуля. Но это не омуль. Покажут карася какого-нибудь. Это омуль. Там какой-нибудь в озере выловлен. О, как эти, да? Сериал «Кухня» там. Смотрели, не смотрели, как они там щучью икру под черным этим красителем каким-то покрасили. И за место этой осетровой там или чем она там была. И за место не шла за милую душу. Так же тут и омуль. Подсунут какого-нибудь ерша, скажут: о, это, говорит, самый настоящий омуль. Буксуем. Не буксуем, а пробуксовываем чуть-чуть. И то сразу. Нет, вот опять. Чтоб танк идет. Приятно, когда идет шутанг. Как накатали вдоль Байкала. Как по зимнику катишь. Шучу. Зимники — это, конечно, вещь. Респект и уважение тем, кто там ездит. Особенно в межсезонье, когда он еще не замерз или начинает таять. О, столько интересного насмотрелся про зимники. А что ребята там за сезон зарабатывают, потом можно год не работать. Ну, не год, а сколько там? Сколько тут зимник длится? Там 3-4 месяца. Потом можно 9 месяцев не работать. Раскатывайся, не рычи, вроде спуск хороший. Впереди гора, горка. Ну, 12%. Сорян, гора. Только не высокая, не длинная. Еще 167 километров мы вдоль этого красивейшего озера катить.
all these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time, shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning, and I don't deserve it. Your heart is frozen, the water is rising, and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're wishing on me, and I'm just a drop in the ocean. I'm Gucci, you're loving you. I'm Gucci, you're loving you. Pick me up and pull me down, hold me up so I don't drown. Got your head up in the clouds, nothing left of us now. Your heart is frozen, the water is rising, and I'm just a drop in the ocean. Falling, slow motion. You're wishing on me, and I'm just a drop in the ocean. I'm Gucci, you're loving you. 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 А тут посмотрите, какая красота. Снежные шапки такие на ветках деревьев. Вот где снега, правда? Это уже Иркутская область. Смотрите, да? Настоящая зима. Сегодня тут просто прекрасная погода. 18 градусов сейчас. У нас 16 до Байкальска. Возможно, баллы Камнепада. Возможно, да. Места здесь интересные. Какая природа. Ну и, конечно же, там он, красавец Байкал. Вот он весь покрытый льдом. Тут нету, а так вот там чуть раньше, смотрю, уже и на снегоходах, и людей уже там ловят рыбку. На льду много было. Ну, а все равно видно не было случая, то и смысла не было показывать. Иркутская вся, да, вот как только в нее зашел, вся вот сухая до асфальта. В Бурятии как по накату идешь, а здесь все вот сухенько, все высыпано, все чуденько. Теплеет, 16 уже. Наверное, скоро наша адовая жидкость проснется. Вспомнить, что ее тоже надо потреблять. А так хорошо. Вот. Как в этом залил, как его, в Хабаровске, так вот они 60 литров эти. Ну, пока так же и показывает, только что посмотрел. Хорошо. Я же заколебался с этими канистрами бегать. Я не знаю, чем этот
Грибник-охотник. На чем он приедет их забирать? Этот вопрос мы уточним у него немножко позже. Он просил, я везу. Потому что в него он их все не запихнет. Хотя, посмотрим. До Кемерово еще далековато. Виды какие. Озеро сразу за ним, вон скалы, хребты. Шикарно. Вон рыбачки сидят. Машинки вот покидали, и вон они там внизу тусят. Что-то там ловят. А нам 30 до Култука осталось. Бабушкин прошел. Ой, не Бабушкин. Я все время их путаю. Байкальск. Байкальск уже тоже пройден. Благополучно добрались до Култука. Что тут сейчас на Роснефти, интересно? Без 20:12. Лихо. За 4:16 я сюда зашел. С этой. С Ильинки. Сейчас нам надо заправиться. Посчитать. Так нет никого. Фига себе. Видел чудеса техники, но такого нет, есть. Блядь, не говори, Волки, сука, заебет, педрила нахуй со своими этими суппортами, ебаными, как он еще, сука, и тут нас достает, блядь. Или это он просто стоит на заезд? Что тут надо ехать, наверное, поехать, развернуться. Гранта, Ростов, нахуй, блядь, ехал, слушал. Я стану здесь на повороте, а наш стоит, ё-моё. По Якутии пойдем, там же хули это, заебись высоко. Там вообще, нахуй, и Карпачева, и вся хуйня, как будто там едешь, нахуй. Кто последний на Роснефть? Вот, да, в последний. А, эти бочки бы не сюда, да? Кубику уступить можно? Можешь уступить, если я не обижусь. Да нет, дружище. За мной же никого нету, ты спрашиваешь, кто последний. Просто неохота разворачиваться, ехать. А, ладно. Ты заскочишь? Я никому не мешаю. Так а что ты там смотрел, он до тебя коллега заправлялся вон на первой колонке, где легковая стоит. Там пистолеты одинаковые, что там, блядь, легковые. Еле суд. Там слив везет, не отпускают. Вот где бензовоз стоит, там отпускают. Вон второй заправляется бензовоз. Короче, поеду я развернусь все-таки. Короче, я за тобой пойду развернусь. Так ты за мной едешь, как бензовоз поедет. Сейчас я развернусь за тобой, стану. Заеду на стоянку, на стоянке развернусь и за ним стану. Стоять там.
колдобином. Маничка в канале. Ой-ой-ой. Неохота на асфальте было там пятака крутить, резину рвать. Здесь потихонечку. Я тут по этим колдобинам тоже малоприятное удовольствие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Сейчас посчитаем. Нам до Итацкого надо залиться. Или проложить через 120 метров, поверните направо. Сколько у нас по компьютеру расход? Три, 4,7. Зря ездил разворачиваться. Ха, походу. Ну да ладно. Ман, бензовоз в канале, Сань. Да. Что ты ремонтировать что-то собрался? Через 140 метров, поверните налево. Залил. Посчитал, надо 500 литров сжечь. Наша машинка на читу пошла. Стандартные маршруты у всех. Маленькую пропустим. Что делать? Пол-первого. Надо заехать пообедать первого, правильно? Так как вот это кафе, оно вообще ни о чем. Ценник космос, еда никакая. Порции мой кот больше съедает. Вроде тут сказали, в Омне есть. Ну, я так слышал. Тоже какая-то. Сейчас на Омне тормознем. Ну и как раз сейчас там компьютер отуплится полностью. Посмотрим, сколько солярки будет. Должно быть 730 литров. 230 было. 500 я залил. Должно быть 730 на остатке. Это голодному ехать култук брать. Ну, наш сказал, что это 300 километров 300 за Иркутск. Хорошо, все сухо. Ну а дальше типа караул. У тебя тоже все хорошо, все сухо. А дальше морозы. Вот. Так что неизвестно, кому из нас лучше. Ни разу здесь не был на этой Омне. Стоянка. А где тут кафе, мафе? Шиномонтаж есть. Тут только заправка, что ли? Может быть такого. Пропустим этих джентльменов, сейчас припаркуемся, пойдем на разведку. Ну, было 228 литров, если уже быть точным. Сейчас 726. Вопросы. 2 литра, даже если
2 литра погрешность полтонны, то, простите, это ни о чем. Ну все вопросы сняты. А если бы я на этой ННК там заливал 500 литров, мне 25 литров бы не налили. 25 литров по 63 рубля. Нормальная сумма получается, чё? Еще раз нажимаем, смотрим. О, уже 726. Сейчас оно еще чуть-чуть, может, даже точно покажет. Ну, то есть, литр в литр. Вот и все, что и требовалось доказать. Я что-то ехал так, все думал, что может это... Зря. А нифига не зря. Почему они могут наживаться? Я должен за это страдать. С меня это не высчитывали, и вообще было бы до фонаря. А так с меня эти деньги выдернут потом. Я им чек предоставлю на 250, по факту залилось, там даже не 240, а 238, 12 литров, на 250 же заливал. 12 литров, по 63 рубля, 10, ну грубо 10 евро. Я на 10 евро ребенку конфет наберу домой. Контрольный. $726. Вот так. На Омни прямо на заправке есть кафе. Ну так. Как бы второй раз желания заезжать нету. То есть, ну поел. Что-то там. Солянка, чебурек, чай. Что-то почти 400 рублей отдал. Все в Колтуке. Особо питаться так это негде. Надо либо до, либо после. Не хотелось что-то голодному ехать. Ну ладно. Щито. Вперед. Вот туда нам надо. Мистер Колтук. Здрасте. Ну а сеньор Байкал. До свидания. Не прощаемся. Пошли брать Колтук. Все сухо, все хорошо. Наш сказал 300 километров, все красота. А дальше там что-то совсем тепло. Снега, метели. Но это будет дальше. Держитесь левее. Проблемы надо решать по мере их поступления. Так, Бан, давай. Надо отрабатывать коробочкой-то. Полезли в горы. Будет тяжело. Но ничего не сделаешь. Байкал. Людей вон по берегу в пальто гуляют, как на демонстрации. Автовозик Новоречка спускается что-то. Первая гора, она здесь такая самая. Кручу, верчу, обмануть хочу. Право, лево, туда-сюда. Ну, ребята, потерпите, извините. 18,5. Погорячился с передачкой? Согласен. Значит, ты повысил, взял. Давай. Все равно повышает. На 10-й тащишь? Ну, тащи. Ну, тут вообще все сухо. Тут все высушили прямо, тут все. Шо летом.
Сам он вообще потихоньку совсем спускается с негабаритом на сетраке. Держит его как может. Какая у монгола Вольво. Джентльмены, работаем. Иначе потом будете дальше за мной пыхтеть. Красавцы. В общем, погнали. Култук сухой. Вообще, ну вот такой вот он тут наверху. Ну ладно, здесь пускай чуть-чуть влажно. От 17 градусов что-то потеплело совсем. Сейчас наша атовая жидкость проснется. Скажет привет. И начнется. Старые песни о главном. Фу-фу-фу. Я имею в виду, брать начнет. Надеюсь, что просто брать. А так тут все вот хорошо, красиво. Снежок. Извиняюсь. Лес. Сосны, елки. У тех было у Погладья все спокойно, сегодня на Калтуке все спокойно.
мамонтов охраняет, смотрите. Слушай, Усолье прошли. А вон стоят эти с палками. Реликвии берегут. Тверь мы прошли, Усолье прошли. Иркутск домой едет. Что-то тут мало. Усолье так-то в сторону Иркутска так все Усолье стояло. Воскресенье. Люди возвращаются из города. Что нам сколько тут? Если верить нашей боевой мадемуазель, уже врет. 300 с чем-то до Луна. Сейчас спросим у Гугла. Потому что она может нам что-нибудь, какой-нибудь поворот другой показывать. Нет, 300 километров, все правильно. 300 километров, 300 тут с копейками нам до Луна. Это, конечно, будет сегодня будет крайняя наша точка. Время 4. Дай бог. Все хорошо, часам к 9 приедем. Как раз дальше-то и ехать смысла нет. Пойдем к Елене Александровне в гости. Мальта. Да, там сколько, я не помню, там я читал. Что-то где-то там, с левой стороны, нашли там кости древних мамонтов. Причем еще в весьма хорошем состоянии. Стоянка древнего человека. Да, не кости мамонта, стоянка древнего человека. Наверное, тепло было в те давние древние времена. Наверное. Можно только догадываться. Ну, раз они тут тусовались, значит, условия-то были подходящие для жизни. Потом в Африку слетели. Можно же пофантазировать, правильно? GoPro. Все. Пошло брать. Начала стрелочка чуть-чуть уменьшаться. Кстати, с Култука спустился с расходом 35 от находки. 4400 как раз. Сейчас вот 4401. Прошли 3304. Еще надо пройти. Сейчас 15. Ну тут там то 9, то это. Ну, не знаю, получится уронить, не получится. Что там Красноярский край, там все кругом метет. Ветер какой-то там жуткий, там кто не едет, все там ругаются на погодные условия. Потом какие-то морозы что-то опять под 40-ник обещают. Походу впереди еще все весело. Расслабляться не надо. Зима. Как раз, вот, точно. Середина же зимы сегодня, 15 января. С чем вас сердечно и поздравляю. Ползимы перекантовались. А что тут сейчас? Сейчас пока домой, потом опять на Владик и все, и лето. Не наждав? Не. Ярославский. Походу веселье начинается раньше задуманного, запланированного. Все, вот прошел Черемховское, поворот на Черемхово кольцо. И это, смотрите, пошел снежок. Пока еще такой терпимый, но он уже есть. Так, надо где-то мне остановиться. Опять
рога почистить, потому что сейчас будет темнеть. А я нифига не вижу. Рога забила на култуке рожки мои. И что ни правый, ни левый. Где-то нужно будет... Ну, в любом случае остановиться надо. Походить, кости размять. Совместим приятное с полезным. Так что пошел снежок. Это что-то обещает тут всю дорогу. Снег, 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 снег. Так что из огня до полымя. Из морозов снег. Это как вы хотели. Чтобы все время было хорошо, сухо и тепло? Так не бывает. Так было на Култуке. Дальше все. Развлекайтесь. Перегон? Да, перегон. Куда-то дальше погнал. Да, такой неплохой наборчик перед ночкой. Сейчас, когда стемнеет, темнота и снег. Темнота — друг молодежи, а снег чей друг? Ну, дорога так. Сейчас посмотрим. Ну, скользковато, скользковато. Потихоньку, не спеша. Осталось 170 километров. Опять подбелился. О, хорошо было видно. И сзади снова побелел. Этого достаточно. Что-то в этот шашлык-хаус я не наблюдаю ни одного клиента. Никого нету. Не очень здесь с посетителями. Либо шашлык невкусно, либо ценники космические. Ну что, хорош ходить вокруг машины. Поехали дальше. Сейчас уже совсем темно станет. Дай бог 2,5 часа, и мы будем в Тулуне. Такую пургу поднимает. Я еду, ну ладно, маленький-то еще. Ну тут просто раскатано. А где въезжаешь, где этот снег. Такая пурга за машиной получается. Тоже не стал туда съезжать. Думаю, ай, тут на дороге, на обочине похожу вокруг. Кости разомну, да и поедем дальше. Ну и погнали. Пипец, какая пурга началась. Я еду, ничего не вижу. Вот только вот вижу габариты впереди идущей машины, которую вообще-то хотелось бы погнать. Я уже заколебался заднему до пыли хватать, уже чихать начал. Видите, что творится? И так это еще 90 километров. Опа, слышали?
29-го. Город контрастов Тулун. Смотрите, как метет тут. Такой ветрище, с ума сойти можно. Да хорошо, что груженый. Пустому вообще ехать было бы невозможно. Держитесь левее. Главное, чтобы место было сейчас там на стоянке на той. Куда я хочу его поставить. Еще будет, Держитесь левее по главной дороге. еще как бы не поздно. Значит, туда вот эту горку штурмовать, ехать в сторону Братска нет у меня никакого желания. Используем третий съезд. Скользко, скользко. Наметено, накатано. Тут хоть и посыпано, я думаю, горка посыпана. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте, используя третий съезд. Братск. Нам туда пока не надо. Используйте третий съезд. Сейчас вот здесь на горочке. Даже тут поднимается, подшлифовывает. Такое ветруганище, вот видите. Девчонки задом идут. Передом идти невозможно. Сдувает. Да, ну говорили, что тут какой-то циклон или что тут пришло. Ветра такие сумасшедшие, что здесь, что там. Дальше. Мне вот сюда. Вот есть тут места или нет? Это уже вопрос. Вроде бы есть, а может и нет. Не, есть, отлично. Континент. Континент, Ташкент. Нормально. Вот здесь вот рядом с этим негабаритом затолкаемся. Может, мордой загнать вообще? Завтра выехать. Да, нет, сейчас развернусь. Паркуемся и все.